Итак, как влюбить в себя любого? Сначала расскажу вам о том, как дрессируют дельфинчиков, для того, чтобы они прыгали максимально высоко и выдавали просто чудеса физической подготовки. Сначала дельфинчик просто прыгает, и ему дают за это рыбку. Потом он прыгает еще раз, и ему дают за это рыбку. Потом он прыгает третий раз, и ему дают за это рыбку. И так происходит столько раз, до тех пор, пока он не поймет, что у него уже выработался условный рефлекс. До тех пор, пока у него не выработается условный рефлекс, и он не поймет вот эту взаимосвязь между своим прыжком и тем, что ему дают рыбку. И потом на последнем удачном прыжке тренировка заканчивается. И так происходит какое-то время, у него вырабатывается уже крепкий условный рефлекс, но после этого однажды он прыгает, а ему не дают рыбку. Он прыгает еще раз, и ему не дают рыбку. Тогда он прыгает третий раз, и когда он прыгает максимально высоко, потому что он же начинает суетиться, кипишевать и думать: о боже, где моя рыбка, что-то пошло не так, то именно тогда ему дают рыбку. И потом начинают подкреплять его только самые сильные и только самые высокие прыжки. И, в принципе, на этом видео уже можно было бы и заканчивать, но для тех, кто не понял суть, я немножко поясню. Сначала, когда вы начинаете с кем-то встречаться, вы находитесь еще на самой первой стадии, когда вы вырабатываете у другого человека условный рефлекс интереса, любопытства и первого приглядывания по отношению к вам. Точно то же самое происходит и с вашей стороны, потому что вы этого еще человека не знаете, и у вас гораздо больше фантазий о нем, чем вашего реального какого-то впечатления, вашего реального восприятия, основанного уже на опыте личного общения. Потом начинается вторая стадия, это та самая влюбленность, то есть адский, жесточайший флирт. И после этого, когда бушуют гормоны, и вы купаетесь в серотониновых и дофаминовых приходах от небывалого блаженства взаимодействия именно с этим человеком, и после этого, когда между вами уже обнаруживаются какие-то общие взгляды, вкусы, ценности, нормы и идеалы, и вы понимаете, что вы хорошо друг другу подходите, уже начинается начало любви и, собственно, непосредственно любовных отношений. Так вот, когда вы находитесь на этой стадии второй, сначала вы просто подкрепляете его интерес к вам тем, что вы ведете себя очень предсказуемо, стабильно, вы регулярно появляетесь, вы шутите, улыбаетесь, говорите ему что-то хорошее, приятное, очень свободно, выражаете абсолютно все свои позитивные эмоции, радость, любовь, интерес по отношению к нему. Это выражается в виде похвалы, в виде того, что вы говорите ему что-то приятное. И так вы весело, хорошо проводите время, и у вас у обоих формируется уже условный рефлекс по поводу того, что вы классно общаетесь. Но после этого в какой-то один момент происходит что-то, и вы как бы и делаете ему такую легкую воздушную ямку. Как это может выглядеть на практике? Вот вы познакомились с девушкой на улице, посмотрев мое предыдущее видео, и вот вы с ней поговорили, пообщались, мило, ля-ля тополя, все, она симпатяшка, няшка, милашка, вы обменялись комплиментами, обменялись номером телефона, и вот вы уже в этом кураже друг с другом так классно общаетесь, вы уже забыли обо всем, и вот тут вот такой: о боже, мне пора идти, я больше не могу. И она такая: да, очень жаль. И вы: да, блин, вообще, мне надо идти. И пошла какая-то уже другая эмоция. В этот момент ее дофаминовые рецепторы похвалы отдыхают, и она погружается в легкую грусть и тревогу. И в этот момент он говорит: блин, жаль, так классно было с тобой говорить. И вот этот мощный момент вы как раз подкрепляете, говорите: да, блин, мне тоже. И после этого стоите, еще 20 минут разговариваете и не можете разойтись. Или, например, вы девушка. И вот вам очень нравится парень, вы с ним хихи-ха-ха, шуры-муры, то все пятое-десятое, немножечко пообщались, там за ручку подержались, чуть-чуть поцеловались, и даже немножечко ему в любви признались, и сказали, как он вам нравится, и что вы больше ни с кем такого никогда не делали. И вот он уже по уши влюблен, упал туда, в эту любовь, прям fall in love. И потом в какой-то момент раз, и у вас включается обида, или ревность, или страх, что вот уже дело, например, идет к сексу, и вы такая: блин, я боюсь. И вы начинаете от него немножко так отмораживаться. И в этот момент он начинает тревожиться, суетиться, спрашивать, что случилось. И вы, естественно, говорите: я не знаю, я так не могу, я еще не готова. И когда он начинает суетиться, он начинает выдавать чудеса любви. И говорит:
там, я по тебе очень скучаю, я не могу без тебя, и тут вы хоп, и подкрепляете это самым сильным, опять же, всплеском и отдачей уже своих эмоций. Почему это не манипуляция? Потому что этот процесс в молодости происходит абсолютно естественным образом, потому что вы еще сами не обладаете очень высоким уровнем осознанности, и из-за того, что у вас есть какие-то неудовлетворенные потребности там, то иногда у вас включаются и негативные эмоции в этих взаимоотношениях, и вам не нужно стесняться их проявлять. И вообще тут все дело заключается на самом деле именно чисто в мере. Вот в качестве примера хотела вам привести прозрачного гонщика Марк Куцевалов, который стал небывало популярным в Украине после одного юмористического шоу. Вот если посмотреть на структуру номера его выступления, то обнаружится, что он как раз именно в нужной степени вот так вот мастерски играет чувствами своего зрителя. Сначала очень смешно и просто понятно, потом происходит какая-то дичь, потом происходит какой-то абсурд, то есть это вызывает эмоции недоумения, потом раз и резко какая-то мега пафосная вещь, а потом что-то очень-очень доброе в конце. То есть вот после того, как уже на первом этапе вы друг у друга вызвали рефлекс предсказуемыми и умеренно выраженными позитивными эмоциями, то после этого можно выходить в такой прикольненький фристайл, когда вы берете и трогаете радость этому человеку, потом вы берете и трогаете ему стыд, потом вы берете и трогаете ему грусть, потом вы берете и трогаете ему жалость. И так он пока переключается между этими эмоциями, каждая вот эта отдельная эмоция, она уже успела отдохнуть. Это, знаете, когда вы пробуете духи, а потом между ними кофе нюхаете. Вот. И после того, как рецепторы отдохнули, вы опять уже возвращаетесь к этому, и поэтому ощущение новизны никогда не теряется. А сейчас давайте я вам расскажу, как это происходит, когда нет всякой меры. То есть я вам предлагаю не манипулировать и не делать что-то специальное, а вот, пока вы общаетесь, проявлять какую-то осознанность, да, потому что именно у меня многие спрашивают, а вот как себя вести правильно, а вот как себя вести неправильно, вот так будет правильно. Вот вы ведете себя, как-то общаетесь и параллельно этот процесс отслеживаете. Мне кажется, оптимально будет, это если вы своему партнеру сделаете это вот в виде такой игры, типа там, знаете, как в детстве, по кочкам, по маленьким кусточкам в ямку, бух, и потом вот это бух, оно такое... Вот он уже привык вот к такому бух, а вы ему делаете вот такое, и чтобы это было сюрприз для него, удивление. Или как когда, знаете, ты падаешь так спиной человеку на руки, и он тебя потом один момент там подловил чуть-чуть пониже, и это вообще так прикольно. А вот мне предлагаю делать так, чтобы вы вообще типа отошли в сторону, и он упал и размажил себе голову об пол. А вот при формировании любовной зависимости происходит именно так. Значит, как поступают тираны? Вот у тиранов в отношениях, у них вообще происходит абсолютно непредсказуемое и нерегулярное подкрепление и по интенсивности, и по качеству эмоций. И из-за этого у человека, который становится жертвой в этих отношениях, у него формируется просто синдром выученной беспомощности. Вот знаете, когда... ребенка очень сильно бьют, есть такие родители, алкоголики, которые ломают ему руки, ноги там этому ребенку, и его изымают из семьи, перемещают его в детский дом. Очень многие дети, они так сильно любят своих родителей, они просто неадекватно скучают по ним, обожают их, сбегают из детского дома, чтобы только вернуться к этим родителям. То есть именно максимально сильная любовь вообще, которая только может существовать, она происходит именно в те разы, когда с человеком обращаются вот максимально неадекватно. И если вообще абсолютно нерегулярно подкреплять и непредсказуемо и непоследовательно абсолютно все эмоции, то эта любовь, она, конечно же, будет максимально сильная. Но тут, конечно же, минус заключается в том, что тогда эти отношения просто будут ужасные, безобразные, больные. И в этих отношениях, хоть влюбленность-то и будет сильная, но вы потом не сможете перейти на третью стадию, где любовь уже сопровождается большим уровнем гармонии, притирки и получения именно эмоций, чувства какого-то безопасности, стабильности и крепкой поддержки. Потому что в таком случае человек хоть и будет сильно вас любить, но это будет, конечно же, небезопасная привязанность. Так что флирт — это, конечно, искусство. Боже,
как я нещадно флиртовала в свое время. Причем у большинства людей, мне кажется, этот процесс происходит абсолютно естественным образом. Этому даже не надо специально учиться. Я уверена, что он и у вас происходит тоже естественным образом, поэтому скорее мои видео, наверное, выступает как больше такая валидизация, чтобы вы понимали, что все, что вы делаете, это правильно, и вы могли спокойно расслабиться и продолжать получать удовольствие. О, флиртуйте, влюбляйтесь и кайфуйте. А также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео. В следующих видео я буду вас уже более полноценно, подробно и стабильно учить тому, как строить именно счастливые, долгосрочные, любовные отношения с адекватным партнером. И, возможно, это будет даже не одно видео, а целый плейлист. Пока!